Всем привет, на связи Макс Хупер. Давно не осматривал, что происходит по криптовалютному рынку. У нас здесь есть достаточно интересные концепты, которые вырисовываются по эфиру. Сейчас детально разберем эфир, доминации попробуем хотя бы варианты по всему определить, то есть как мы будем двигаться и тому подобное. Перво-наперво, если посмотреть, понятно, на 4 часах у нас произошел очень красивый слом по этому всему. И произошло это через бычий флаг. Вот он отработал пошел существенно выше целей, которые были. Потому что у нас здесь как и двойное дно было, соответственно, как и боковик, и все эти цели были перекрыты. И сейчас, если посмотреть, то у нас сформировалось все то же самое, и если отработает по сценарию бычьего флага, то, соответственно, мы пойдем в район 3200, соответственно, у нас там есть как следующие дневные ордер-блоки, соответственно, в этом диапазоне будет как хорошая зона для того, чтобы устроить как сам боковик, ну и, соответственно, это будет как и откаты, и все остальное достаточно красиво. Но в то же самое время есть и некоторые моменты, которые говорят о том, что это все может как обвалиться. Соответственно, мы видим то, что у нас здесь потенциально клин формируется, ну и по его концепту он выходит вниз, плюс тройная вершина. И если смотреть даже вот как по самому треугольнику, который как по самой фигуре дает и в одну, и в другую сторону, само движение, соответственно, по высоте от точки пробоя, то здесь может быть ловушка, и просто нужно понять, это она или все-таки как этот пробой истинный. То есть здесь нам нужны тоже какие-то импульсы и все остальное, чтобы просто как это все подтвердить. Потому что может быть так, то что мы, допустим, выходим, снимаем всех шортистов, которые здесь попрятали свои стопы, и просто идем как на коррекцию и, соответственно, отработку как этих целей. Э, И, в принципе, 2 140, 2 293 вполне нормальные цели. Здесь даже вот, ну, я смотрю, есть у меня такой индикатор зон справедливой стоимости, то самое первое, это мы можем как раз 293 дойти, там просто идеальная как точка. Соответственно, это верхняя граница. Ну, так же само можем как откатиться до медианы в районе 2000. Ну и плюс, если посмотреть, сейчас, наверное, на дневку переключусь. Да, и вот если посмотреть по дневке, то мы видим здесь у нас как был сильный импульс, ну и фактически он не проторгован, ничего такого нету. И с этой позиции это было даже очень идеально, чтобы все это состоялось. Так, и по недельке сейчас посмотрим, есть ли здесь какие-то как фигуры. Так, ну и на недельке особо ничего нету, но с другой стороны, если смотреть на сам график с позиции недельки, то мы видим то, что у нас здесь формируется имбаланс, и, соответственно, эта неделя у нас, к примеру, делает его формирование, следующая, к примеру, коррекция, ну, те же самые 2000, 200, прям идеально вписываются в эту картину. То есть откатились и пошли дальше на пробой. Потому что вот если смотреть как структурно, то мы видим, так, это у нас дневная структура идет, насколько я помню. Да, здесь не видно, но тем не менее мы видим то, что здесь как и чёрч произошел. Но единственное, в этом есть и некоторая доля обманки, потому что мы совсем чуть-чуть вышли. И если это рассматривать
именно как канал, но, допустим, 1739 низ, э, и, и где-то 2400 как верхнее значение, то здесь у нас фактически, как, допустим, здесь была девиация, и здесь зеркальная. И уже после коррекции можно рассматривать как продолжение тренда. И так же само, если брать по самим как ордер блокам, то есть мы видим то, что здесь у нас ордер блок конвертировался в брейкер, и это тоже добавляет как такой элемент, чтобы цена пошла выше, и здесь мы вполне можем даже получить как некоторую поддержку по этому всему. То, о чем я говорил, что болтаться как раз между двумя вот, брейкер блоком и ордер блоком. И граница, вот если посмотреть и вспомнить цели по бычьему флагу, нижняя граница у нас как раз и есть там 3,248 и 3,453. Ну, вот, где-то в этих диапазонах, ну, то есть это прям не идеально, что точка в точку. Плюс, так же самое здесь есть ну, некоторые скользящие, за которыми я также наблюдаю, то они находятся так же само в районе там как 2 750, ну, вот в этом диапазоне. И даже вот если дойдем сюда, скорректируемся, ну, то есть здесь нет разницы. Или мы дойдем до этих значений, коррекция, или даже дойдем выше, и тогда уже как в этих диапазонах будем болтаться. Там уже будем смотреть по факту, как все происходит. Так, и теперь возвращаемся к биткоину и посмотрим, что у нас здесь. Ну, то есть, если посмотреть, то здесь так же само был у нас треугольник, и мы ну, вот фактически в этой точке достигли самой цели, и цель была как на ордер блоке. Допустим, если четырехчасовая структура уже как ну, показала слом, то на дневке пока его еще нету. То есть это еще все предстоит как организовать. Так, и подневки. Ну, вот если смотреть подневки, то у нас здесь есть как клин. И если смотреть по его целям, то, соответственно, здесь ну, не только как слом этого ордер-блока, ну, соответственно, и следующего. То есть цели в районе, так, сейчас нажмем 107 тысяч и 114. Ну, по большому счету, вполне неплохо, тем более сейчас я не помню, было ли что-то у нас на недельке еще. Там вроде бы тоже есть какая-то структура. Ну, в принципе, то же самое, только чуть-чуть в другом масштабе, с целями 107-128 тысяч. Мгм. Ну да, даже здесь, по идее, как легкий переход по этому всему. И если смотреть как раз по неделькам, так, сейчас отключу паттерны, они, в принципе, нам уже не нужны. И если смотреть, то, в принципе, по биткоину у меня уже есть как три контрольные точки, которые четко дают нам как канал. Соответственно, видим то, что здесь по битку сформировался АФВГ. И как только поломаются эти структуры, ну, то есть дальше мы просто идем как по самому как каналу. Поэтому выглядит все достаточно неплохо. То есть неважно, допустим, сломаем структуру или, допустим, как в этом боковике еще чуть-чуть там какие-то ретесты сделаем. То есть либо как тест будет через слом, либо просто как не дотягивая до этого, и уже здесь тесты и повторные попытки преодолеть. И если смотреть, допустим, на индикатор, который я давно не смотрел, то мы можем увидеть картину, то, что как по B-сигналу у нас на 64 тысяч был сигнал,
на покупку. Ну и, соответственно, мы видим то, что у нас здесь и канал сформировался, то есть это тоже дополнительные признаки, то, что можем достаточно хорошо пойти по этому всему. И по эфиру аналогично. Ну, то есть самый основной сигнал пока еще не был, но, допустим, тот, который в 2022 году у нас появился по 1183. Но, тем не менее, вторичный, который там, ну, несколько раз может сигнализировать. И если посмотреть, то здесь 2222 был предыдущий и последний на 1860, после чего мы получили как достаточно неплохой рост по этому всему. Э, Поэтому я думаю, то, что как следующая неделя может быть очень интересная. То есть посмотрим, как еще это закроется, потому что у нас уже четверг. И здесь очень хороший вопрос, будут ли какие-то импульсы. Так, ну и теперь перейдем как на сами доминации. И здесь картина очень и очень интересная. Если рассматривать стейблкоины, у нас точно так же есть, допустим, как определенный канал. Здесь и здесь значение. Здесь мы видим то, что было как девиация и там свип на свип. Э, и сейчас у нас как сформировался сам слом структуры, то есть это недельный слом, то, что само по себе очень неплохо. Плюс, если смотреть на вот, канал, который у нас длился, здесь точно так же ну, вот, и две точки уже есть, и третья, ну там уже будем смотреть, где она сформируется, которая также само создаст нам как обратный канал, но это достаточно хороший признак по этому всему. Плюс, если смотреть по скользящим, они тоже переворачиваются. И дополнительные индикаторы тоже вот этот показывают то, что перегретость у нас уходит. И здесь одна, так же само отталкиваемся. То есть здесь ну, вот где-то на этих значениях ну, вот как раз будет самый интересный импульс там, где и происходит как максимальная сила по всем этим движениям. Плюс, если посмотреть, то на недельке у нас здесь а, тоже сформировался АйФВГ, плюс закроется эта неделя, соответственно, можем вот сделать как ретест, потому что и здесь имбалансы, и в паре они тоже другую информацию дают, плюс сигналы и съемы, все это есть, и это просто идеально, чтобы доминация стейблкоинов как пошла вниз. Единственное, мне не нравится то, что происходит на доминации по биткоину, но как сигнальный индикатор, в принципе, я не рассчитывал как по доминации, и там тоже могут быть определенные глюки в этом всем. Но, тем не менее, если спуститься, когда это у нас девятый, да, девятый месяц 22 года, то там также само были как определенные структуры, появился сигнал, и мы пошли как в сторону роста. И здесь то же самое появилось, то есть 200-недельная скользящая, мы ну, до нее фактически как не дотянули, и сейчас как вот такой концепт вырисовывается. Ну, посмотрим, потому что этот сигнал еще может сбиться, потому что в данный момент он только формируется. И если посмотреть на один интересный момент, то здесь мы видим, у нас есть АйФВГ, так же само. И если мы просто придем его тестировать, и после этого как пойдет скат, это будет как максимально идеально для альты, потому что если доминация будет ну и дальше продолжать расти, то ряду альткоинов будет ну, достаточно больно это все. Так, ну и по доминации эфира пока там ничего не срисовалось. Единственное, из плюсов, то, что мы можем увидеть, это также само недельный слом. Подожди, не недельный, а на дневке, да, потому что это как более мелкая структура. Э, Так, ну да, здесь у нас так же само то, о чем я говорил в одном из прошлых видео, что вот, зоны как АйФВГ сформировались.
соответственно, оттестировали 50% тени, и после этого мы очень как красиво развернулись по этому всему, ну и, соответственно, как скользящие тоже попроходили, но будем смотреть, допустим, 200-недельную, как мы ее пройдем, потому что в 25-м году, это какой у нас 8-й месяц, ну, мы уже приходили к этим хаям, и, соответственно, здесь нужно так же само получить развороты, и чтобы тренд по доминации эфира как начал продолжаться. Так, ну и посмотрим, как на капитализацию. Так, ну вот общий тотал пока не так же само не показывает там никаких съемов. Но здесь, кстати, но здесь так же само мы можем уже проложить некоторый как канал. Э, Так, так. Да, в принципе, канал и по тоталу у нас есть. Так же само, как IFVG есть, который, скорее всего, мы можем протестировать как на следующей неделе. Ну, IFVG это тоже такая интересная структура, которая просто может без каких-либо ретестов дальше пойти. Но как по самой динамике мы пока не видим, то, что здесь не происходит никакого слома. И по сравнению с прошлой неделей у нас ну, нету как достаточно хорошей динамики, чтобы продавить все эти значения. Поэтому, что я могу сказать? Рынок достаточно неплохо выглядит, плюс по 200-недельной мы также само вышли выше. И забавно то, что как IFVG у нас сформировался именно в этой области, то признаки, как по оживлению рынка, есть и достаточно хорошие. Соответственно, будем сейчас просто смотреть, как будут происходить сломы структуры. Так, это так, ну, эфир мне нравится больше. Как-то я делаю на него ставку существенно выше, допустим, чем как по биткоину, потому что здесь было в течение целого цикла накопления. Ну и в принципе это тоже сейчас можно будет как под завершение посмотреть по этому всему. И соответственно сейчас просто нужно понять, как мы себя здесь будем вести. Э, Как я и говорил, что вот здесь, допустим, эти брейкеры, ну и как дальше выбьемся. Ну, надеюсь, то, что мы видим как отработку еще одного флага и пойдем выше. И, соответственно, если смотреть как на картину, как более глобально, ну, мы видим, то, что вот у нас были хаи в 2021 году, и когда это, да, как раз в 2025 году так же само мы поставили как хай, ну, то есть у нас есть несколько вершин, так, наверное, на месячном это красивее будет смотреться. Да, и вот, как видим, эфир пока не с него выбивался дальше. Но если смотреть как по каналу, который у нас когда, ну вот, получается, там в районе 2017 года, ну, здесь относительные точки, потому что я как ориентировался по некоторым как данным значениям, и есть потенциальный канал, по которому мы можем сейчас очень красиво пойти, то есть в него сейчас мы только возвращаемся, и как только перебьем эти хаи, соответственно, как эфир, ну, минимум 7,7 будет стоить, а так 14 можно очень смело ожидать даже по этому активу, ну и, соответственно, там, если по фибе смотреть дальше вероятности, ну, я думаю, может, не в этом цикле, а как за несколько циклов спокойно можем там в район как вот этих 40-70 тысяч как дотянуть. Поэтому будем наблюдать, как все дальше будет выстраиваться. Надеюсь, то, что эфир и остальную альту в этом цикле очень красиво погонят. Ну и как по математике у нас все равно 10-й месяц это идет как дно по биткоину, соответственно, берем несколько месяцев как в одну и другую сторону. Ну и плюс у нас есть уже один из сигналов, которые говорят о том, что есть как эти развороты. Ну, единственное, вопрос в том, будет ли, допустим, как по недельке самый топовый сигнал, что вот, как нужно покупать.
Ну, ну, просто как и формирование канала, и всего, ну, как-то чуть-чуть вызывает у меня сомнения, то, что тот появится, и 64, возможно, это как раз самая лучшая цена, но для этого нам нужно сломить все эти структуры и начать уже двигаться по траектории ой, бычки. Все, всем пока.